Привет! Это OnePlus Buds Z второго поколения. Данные беспроводные наушники я считаю одной из самых ярких иллюстраций того, что прошлый 2021 год стал для TVS годом ANC, ведь в большинстве своем именно наличие встроенного фильтра активного шумоподавления и отличает первое поколение этих наушников от второго. Разумеется, между моделями есть и другие различия, но это самое весомое. Ну а что еще здесь есть интересного, я и расскажу тебе в сегодняшнем обзоре. Как можно заметить невооруженным взглядом, отличий во внешности у второго поколения в сравнении с первым очень мало. В особенности практически идентичными являются сами зарядные футляры. В моем случае обе пары белого цвета, материал глянцевый пластик, причем довольно хорошего качества. Здесь отдельно уточню, что первое поколение весь этот год с момента выхода моего обзора без чехла и каких-либо защитных мешочков использует моя жена на постоянной основе каждый день. И наушники прекрасно выглядят даже сейчас, спустя все это время. Таким образом могу сделать вывод, что несмотря на глянец, гарнитура сделана весьма прочно. На передней стороне никуда не делся и расположен одинокий статусный индикатор состояния, а на задней под петлей поместили разъем для зарядки и физическую кнопку активации и сброса. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Связь обеспечивает современный Bluetooth модуль версии 5.2. Петля пластиковая, без доводчика, но при этом не болтается и не люфтит. Опять же обращаю внимание на то, что и у первых Z крышка за год никак не разболталась, при том, что механизм открытия у них одинаковый. Так что сборка качественная и претензий по этой части у меня нет. Внутри футляра установлен аккумуляторный блок на 520 мАч, а в каждый наушник поместили по 40. Помимо всего прочего, сам кейс поддерживает функцию быстрой зарядки. 10 минут пополнения энергии по кабелю обеспечат до 5 дополнительных часов работы наушников. Из примечательных конструктивных особенностей хотелось бы отметить флагманскую пыль и влагозащиту. Наушники имеют стандарт IP55, кейс IPX4. И вот если в случае с зарядным кредлом видимых изменений минимальное количество, то вот сами наушники немного преобразились. Да, визуально они похожи, но сама форма стала меньше. Ножки теперь тоньше и короче, а звуководы овальные и прикрыты металлическими перфорированными пластинами. Амбушюры выполнены из матового силикона и лично мне подошли самые большие из комплекта размера L. Менять на сторонние я не стал, в моем случае посадка хорошая. Теперь что касается приложения и настроек самих наушников. Здесь я позволю себе остановиться немного подробнее, потому как вопрос действительно важный, особенно для владельцев одноименных смартфонов. Дело все в том, что при первичном подключении к моему OnePlus Nord CE настроек для родных наушников в прошивке не оказалось, а при запуске стороннего приложения HeyMelody для этих целей выскакивает сообщение, в котором тебя благополучно посылают в настройки системы. То есть получается такой вот своеобразный замкнутый круг. Так происходит не во всех смартфонах OnePlus, но все же имеет место быть. И если в твоем сценарии случилось нечто подобное, то не стоит отчаиваться, ведь выход из этого есть. Для того, чтобы все это дело заработало, необходимо зайти в Google Play Market и ввести в строке поиска OnePlus Buds и найти одноименную программу, после чего нажать кнопку «Обновить». Как выяснилось, хоть сами настройки визуально и вшиты в оболочку системы, но все равно являются отдельным системным приложением. Так что после обновления этой самой программы все должно появиться. По крайней мере, у меня получилось. Если же у тебя смартфон от какой-то другой компании, то здесь HeyMelody заводится без проблем, даже на айфонах. По количеству функций и их работе ни в первом, ни во втором случаях никаких различий нет, кроме разве что очередности в списке и делению на вкладки. Здесь у нас в быстром доступе имеется бар с регулировками аудиофильтров, настройка управления функциями мультимедиа, небольшой тест на прилегание наушников и рычаг включения-выключения автопаузы. Если говорить непосредственно о работе ANC фильтра, то он здесь имеет две градации – обычная и максимальная. И вот по этой части я могу без каких-либо сомнений сказать, что настройка сделана такой же, как у флагманских наушников OnePlus Buds Pro. Лично я на свой слух никаких отличий вообще не услышал. В момент тестирования обе пары были у меня на руках, так что сравнивал в одинаковых условиях. В шумных местах по типу ТЦ, в транспорте и просто на улице шумодав отрабатывает на очень достойном уровне. Ровно все то же самое касается и режима прозрачности, с ним также ходить очень удобно. Встроенные микрофоны неплохо транслируют окружающую обстановку. Конечно же, по этой части сложно сейчас кому-либо соревноваться с наушниками Phil CG Pro, ведь там уровень трансляции на порядок выше. Тем не менее, Buds Z второго поколения тоже в этом преуспели. Пусть и не так хорошо, как Phil, но абсолютно точно идентично своему старшему собрату с приставкой Pro.
Переключение с режима на режим происходит посредством зажатия сенсора на наушники в течение секунды и сопровождается системными звуками без слов. Вообще, если говорить об управлении, то оно весьма удобное, и даже несмотря на наличие в арсенале одинарного касания, в силу конструктивных особенностей самих наушников, мисклики случаются очень редко. К сожалению, как и во флагманской модели, управление громкостью здесь отсутствует, но зато на жест двойного и тройного касания можно поставить переключение трека вперед и назад, таким образом сделав каждый наушник полностью автономным. Помимо всего прочего, модель оснащена функцией мультиподключения и работы с двумя устройствами. По жесту удержания сенсора в течение 3 секунд можно свободно переключаться между сопряженными девайсами, предварительно подключив гарнитуру к каждому из них по очереди. Во время удержания сенсора наушники отсчитывают 3 системных пика, после чего переподключаются. Функция эта очень удобная и в современных реалиях довольно востребованная. К сожалению, в данной модели отдельной активации игрового режима с низкой задержкой не заявлено, но при всем при этом во время своего тестирования на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил довольно неплохие результаты в интервале от 200 до 280 миллисекунд. Да, это не лучшее время для профи, но игроку-любителю вполне будет достаточно и такого, особенно если это какие-то быстрые рейтинговые бои. Что же касается непосредственно звучания, то здесь я также могу заявить со всей ответственностью, что по аудиокодеку AAC, по которому работают как OnePlus Buds Pro, так и Buds Z2, в случае с моим смартфоном Nord CE, наушники звучат одинаково хорошо. Я не зря на протяжении всего своего обзора постоянно проводил эту параллель между моделями Pro и Z2, ведь второе поколение Buds Z это по сути не что иное, как флагман на минималках, и их звучание исключением не стало. Сочные, мощные и объемные низкие частоты в сочетании с отличной внятной серединой звучат просто превосходно, при этом не перемешиваясь в кашу на границе перехода даже при уровне абсолютного максимума по громкости. Ну а верхний частотный регистр здесь звучит в меру и без излишка, и призван быть неким огранщиком для общей звуковой композиции. Баланс отличный, с небольшим уклоном в басы. Приукрашивание возможно и чувствуется, но оно приятное и больше дополняет, нежели портит все восприятие от происходящего. В общем, звук мне понравился ровно как и во флагмане. Уж не знаю, на что там способен LHDC, но мне вполне достаточно эмоций от имеющегося аудиокодека. Тем более, что и запаса по громкости в наушниках предостаточно. Здесь есть куда убавить и прибавить. В своем тесте автономности на 100% громкости я получил весьма неплохое время работы на одном заряде. Наушники отыграли 5 часов в стереорежиме, после чего правый сел. Шумоподавление и прозрачность были неактивны. Но я еще раз уточню, что наушники не тихие. Не каждый сможет выдержать в них прослушивание на максималках даже в течение часа. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как в этой модели отрабатывают встроенные микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках OnePlus Buds Z второго поколения, OnePlus Buds Z2. Вот таким образом они звучат в автомобиле, в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать сквознячком такой ветер, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Это у нас проспект Мира, довольно шумная локация. Ну и вот как-то так отрабатывают шумодал в этих наушниках, как они справляются вот с таким сценарием использования в этих наушниках. Ну и по традиции у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через где-то 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодалы в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Если, допустим, ты с кем-то захочешь поговорить по данной гарнитуре, находясь в каком-то сильно шумном помещении. Без ветра, но тем не менее локация будет очень сильно шумная. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках OnePlus Buds Z2. Я сейчас нахожусь на улице, это у нас уличный тест. Сегодня немножко потеплее, поэтому я без шапки. Тем не менее, сейчас у нас рядом двухъярусная дорога, утро, локация довольно шумная, плюс периодически мне в лицо поддувает ветер, и плюсом ко всему на меня еще надвигается трамвай. Вот он едет, от него тоже будет сейчас шум. Ну и вот как-то так отрабатывают микрофоны в наушниках OnePlus Buds Z2 при вот таком сценарии использования, вот в такой вот локации. Ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках OnePlus Buds Z2. Я сейчас волей судеб снова нахожусь возле детской площадки в торговом центре. Опять ребенок играет, народу дофига, шума просто
огромнейшее количество. Ну и примерно можно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать, находясь в ТЦ, возле детской площадки, с кем-то по телефону. Вот как-то так. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, я могу сказать однозначно, что OnePlus Buds Z второго поколения наушники очень удачные по всем параметрам. И если их внешний вид тебя волнует в меньшей степени, то данную гарнитуру вполне можно рассмотреть как альтернативу более дорогим и флагманским OnePlus Buds Pro, потому как по совокупности всех важных и интересных функций модели практически одинаковые. Ровно все то же самое могу сказать и про их звучание, разумеется в контексте аудиокодека AAC, хотя по-хорошему тот же LHDC мало кому доступен и в модели Pro, так что в большинстве случаев Buds Z2 в звуке им никак не проигрывает. Таким образом, второе поколение Buds Z я могу считать лучшим вариантом беспроводных наушников в среднебюджетном сегменте с ценником до $50. Разумеется, всегда есть интересные варианты и подешевле, но там уже о флагманских звуковых ANC фильтрах речи не идет. Ну что же, вроде бы все, что хотел, я про эти наушники сегодня рассказал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.